Вопрос потери депозита связан всегда с непониманием профессии. Трейдер, который приходит на рынок и не понимает, что здесь делать, он фактически обречен потерять депозит. Для большинства новичков постановка стоп-лосса является огромной проблемой вследствие того, что они не понимают, где нужно ставить этот стоп. И, соответственно, они им пренебрегают. В итоге все это приводит к тому, что рано или поздно рынок идет против них настолько далеко, что нет никакой возможности выйти по маленькому убытку. Так и возникает просадка. И чем дольше времени проходит, тем больше денег со счета уходит в рынок. Сегодня мы обсудим, как решить эту проблему и какие правила нужно соблюдать, чтобы не попадать в просадки надолго, и какие способы усреднения можно использовать, чтобы выйти из нее. Итак, начнем с самого главного. Просадка возникает, естественно, вследствие того, что трейдер не понимает, против какого тренда он стоит. То есть, если, например, мы сейчас смотрим на рынок NASDAQ, то у нас здесь очевидно тренд наверх. Самый простой и банальный технический анализ показывает повышающиеся минимумы, и можно делать вывод, что перспектива у индекса хорошая. И если вы будете продавать этот индекс, либо попали где-то по низам, то прошло очень уже много времени, и рынок очень хорошо ушел, крайне трудно вернуть эту сделку. Поэтому можно сделать следующее правило. Никогда нельзя позволять себе просадки против трендовых инструментов. Трендовые инструменты– это те инструменты, которые, как правило, надолго и монотонно входят в движение в одну сторону. И если вы в них застряете, то вы сидите очень долго. Это все отражается на психологическом здоровье, на нервах и, конечно же, на ваших деньгах. Приходится постоянно пополнять счет, чтобы пересидеть и не отдать весь депозит в рынок. И даже когда рынок разворачивается, у такого трейдера не хватает понимания и умения определить истинность этого разворота. По сути, в этом и есть вся проблема. Не умея торговать, трейдер автоматически всегда работает против рынка. Усреднение на рынке – это очень популярная тема. В этом видео мы поговорим про риски усреднения, как их избегать, чтобы вы не потеряли свой счет. Ну и какое усреднение вообще бывает приемлемо. Усреднение само по себе очень простое в понимании. Вот я на картинке нарисовал следующий сценарий. Предположим, вы купили один биткоин по 10 тысяч долларов за штучку. Цена упала до 5000. Ну, так бывает, особенно у новичков, покупать на макушке рынка, где они под эмоциями совершают ошибки. В итоге вы сидите с убытком в 5000. И к вам приходит очень простая идея. Если вы купите еще один биткоин, то средняя цена вашей покупки опустится с 10 до 7500. Прекрасный инструмент, по сути магия. Рынок, то есть вам нужно в половину меньше движения цены, чтобы выйти в ноль, чем до этого. Конечно, при такой математике рынок, по идее, должен ложиться на лопатки, и усреднение должно его очень легко побеждать. Но практика показывает, что не тут-то было. Усреднение против тренда, каким бы вы его продуманным не делали, заканчивается очень плохо. И сейчас я поговорю почему. Во-первых, нужно понять, что если вы торгуете без контроля рисков, вы уже в зоне риска потерять депозит. То есть торговля без стопа, а усреднение это фактически торговля без стопа, это уже заведомо неправильная логика. Даже если вы усредняетесь, все равно нужно ставить стоп. Когда вы усредняетесь против тренда, вы покупаете на слабом рынке. Предположим, рынок падает, вы покупаете на рынке. А вопрос, а почему же рынок-то падает? Рынок как раз-таки падает, чтобы вас ликвидировать. То есть рынок не падает просто так. Если это медвежий тренд, вот вы купили именно на медвежьем тренде, и вы проглядели фазу, где там профессионалы продали, уровень был, вы это все не поняли, не увидели, и цена просто сыпется кирпичом, то не нужно пытаться покупать, потому что вы получите еще не одно дно в подарок. Тренды часто длятся так далеко, что
Трейдеры просто не подготовлены к этому. А если вы будете брать в расчет то, что рынок может уйти очень-очень далеко, и при этом вы хотите усредняться, то изначально ваша сделка будет очень маленьким лотом, чтобы вам хватало денег усреднять там до бесконечности. Тогда это просто вообще не имеет смысла. Неэффективное использование депозита. Трейдеры делятся на два типа. Те, кто понимают то, о чем мы сегодня будем говорить, и те, которые не понимают. Соответственно, те, которые понимают, они зарабатывают, а те, которые не понимают, они пытаются играть в некую угадайку, что, скорее всего, заканчивается, конечно же, потерей. В своих видео я уже записывал про основные ошибки, которые трейдеры допускают в трейдинге, распространенные. Это как торговля против тренда, либо завышение рисков. Это те ошибки, которые очень быстро приводят к потере счета. А сегодня мы поговорим про самую фундаментальную причину. То есть счет же можно потерять и не быстро. И мы поговорим про то, что вообще определяет будущее трейдера. Очевидно, что в нашем мире есть законы. Ну, я вот так, такой пролог. У нас есть закон гравитации, с которым никто не спорит, и люди не летают именно не потому, что не хотят, а потому, что гравитация их не отрывает от Земли. Ну, не дает им возможность оторваться от Земли. Соответственно, в трейдинге есть подобные законы. В данном случае это закон математического ожидания. Это как та же гравитация в нашем мире, которая не пускает трейдера на прибыльную сторону его деятельности. По умолчанию у рынка отрицательное мотожидание за счет спреда. Это когда вы на ваш доллар, которым рискуете, зарабатываете немножечко меньше, там 0,98 центов, например. Это, казалось бы, очень маленький зазор, но его достаточно, чтобы чтобы вы фактически на дистанции остались без депозита. Вот такая вот проблема. У рынка отрицательное ожидание. Трейдер, который хочет зарабатывать с рынка, он должен что-то с этим сделать. И мы сегодня именно про это и говорим, как изменить это ожидания, чтобы вы спокойно торговали себе на рынке, развивались в трейдинге успешно, не совершали ошибки. Большинство трейдеров, моих в том числе, потому что я не сразу к этому пришел, к сожалению, но так или иначе. То, о чем мы говорим, является фундаментальным и определяет, ждет ли вас успех в трейдинге, либо разочарование. Итак, вы можете видеть, я попросил нейросеть рассчитать вероятность 100 сделок в трейдинге с вероятностью успеха 33%, соотношением риск-прибыли 1 к 3. То есть на каждый доллар риска мы зарабатываем 3. И вот нам нейросеть взяла это все, перевела в формулы и посчитала, что средний ожидаемый результат на сделку у нас 0,32 цента при наших параметрах. А значит, что из 100 сделок средняя наша прибыль будет 32 доллара. Это достаточно простые вычисления, но они говорят о очень важных вещах. Мы задаем в трейдинг, то есть первое, когда вы торгуете в трейдинге случайным образом, вы стремитесь к тому, что вы будете всегда в отрицательном ожидании. То есть вот здесь у вас будет не плюс, а минус. Даже если здесь будет минус 0,01 цент, этого достаточно, чтобы на дистанции 1000, 10 тысяч, 100 тысяч сделок любой депозит превратить в ноль. То есть это надо понимать. И, соответственно, наша задача трейдеров, понимая это, сделать вот этот средний ожидаемый результат плюсовым. Всем привет! Сегодня тема нашего урока – безопасный старт в трейдинге. И я ведущий занятий Игорь Арапов, трейдер с большим опытом с 2013 года. Многие начинающие делают следующим образом. Они начинают смотреть видео YouTube, ролики, причем, может быть, сами по себе и неплохие. Я не хочу сказать, что изначально материал неверный. В большинстве случаев все менторы по трейдингу учат одному и тому же, так называемому техническому анализу рынка. И в рамках этого технического анализа просто огромнейшее количество методов и подходов. Но все это является одним глобальным таким анализом рынка, как технический. Начинающий трейдер начинает смотреть этот подход и в итоге пытается это использовать у себя на торговом счету без конкретных правил торговой системы. А теория сама по себе, она не подстраивается под каждый случай рынка. И это обобщенные знания, как действовать в общем в определенных ситуациях.
И это никак не связано с частными случаями. И поэтому начинающий трейдер в течение, как правило, статистика говорит, первые 3 месяца теряет депозит. Он пытается обобщенную теорию применять к частным случаям на рынке. Вот примерно, например, график биткоин возьмем. Здесь есть разные паттерны, с которыми нужно работать в рамках технического анализа. Но эти также разные паттерны отрабатывают по-разному и с разными вероятностями. В итоге что получается? Начинающий трейдер ищет эти паттерны, которые посмотрел в роликах, либо в интернете, на сайтах, и пытается применять. Но заведомо он не использует как раз таки теорию вероятности, про то, что эти паттерны отрабатываются средней вероятностью. Ему кажется, что эти паттерны должны отработать здесь и сейчас, и он фактически сразу открыл сделку и должен заработать. Но статистика говорит, что средняя отработка таких паттернов в среднем 60/40, если мы говорим процентное выражение. А значит, вы должны уже изначально себе представлять, что вы не имеете права большим объемом заходить в отдельно взятые сделки. Иначе просто депозит не выдержит серию неудач, скажем так. Но в рамках теории вероятности это не называется неудачами, это просто допущение торговой системы, которую либо вы учитываете, либо не учитываете. А так как, конечно, я уже сказал, большинство начинающих этого вообще не учитывают, и что тогда? И тогда получается, что математика делает свое дело. В рамках теории вероятности, статистики, эти все сделки усредняются, и на выходе получается средний минус. Потому что эта обобщенная теория не реализовалась в конкретную торговую стратегию. Чтобы стать успешным и уверенным трейдером, который не зависит ни от сигналов, ни от чего-либо на свете, новостей, прогнозов, обзоров и так далее, нужно всего-то усвоить несколько определенных разделов трейдинга. Давайте с ними как раз сейчас и познакомимся. Вы увидите на экране у меня обучающую программу, по которой я веду всех желающих, кто хочет освоить профессию трейдинга, и вы можете видеть, что она разделена по определенным блокам. Почему так? Потому что любая профессия должна подаваться поступательно и последовательно. Не зря в учебном заведении, в высшем учебном заведении дается материал всегда от простого к сложному. Иначе просто у студента будет каша в голове, он не сможет не освоить, тем более применить это на практике. И поэтому здесь абсолютно используется тот же подход. Мы начинаем от простого, как знакомство с биржей, что такое биржа, ее участники, ее роль в финансовом секторе экономики и какие вообще бывают инструменты. И планомерно это переносим на уже конкретно торговую стратегию. А вообще путь молодого трейдера выглядит следующим образом. Сначала мы знакомимся с профессией, а потом мы должны освоить именно метод прогнозирования, инструмент, по которым вы будете использовать прогнозы рынка, чтобы заработать на этом рынке. То есть отсюда, с первого блочка, нам нужно попасть в 4. При этом 2 и 3 являются некими ступеньками. Мы по ним поднимаемся планомерно по лестнице знаний, и на финише вы получаете, самое главное, что вы получаете, это опыт совершения сделок и положительное среднее математическое ожидание. Это значит, что на дистанции сделок, 50 сделок, 100 сделок, у вас в среднем депозит будет плюсовым и депозит будет расти. То есть это вот этот путь, это обратный путь тому, что делает, как правило, новичок и теряет деньги. Потому что не пройдя вот этот путь, невозможно получить систему с положительным математическим ожиданием. Играть в угадайку на рынке просто бесполезно. Все равно закончится потерей средств, к сожалению. Но это горькая правда, и лучше вы ее сейчас узнаете, вы к ней подготовитесь, вы поймете, что вам лучше правильно начать, зачем вам наступать на грабли прошлых поколений трейдеров. Прогноз рынка как некое явление, которому пытаются научиться большинство начинающих участников. И, к сожалению, на мой взгляд, они путаются в целях, и поэтому их не достигают. Что я имею в виду? Когда мы, например, строим уровни на графике, мы четко понимаем, что нам рынок говорит, где дешево, где дорого. В плане диапазонов, поэтому на уровне дешево мы будем искать точки входа в покупку. Как их искать, по объемам ли, по каким-то свечным паттернам, это уже второй вопрос. Это уже не больше, чем технология, но не принцип. То, что мы здесь будем покупать, мы это понимаем из того, что сам рынок нам говорил, что ниже он идти не хочет. То есть это информация, полученная от рынка.
Мы всего лишь ее воспринимаем, мы ее интерпретируем как необходимость здесь купить и покупаем. Ну, понятно, выставляя стоп. Это к прогнозу цены никак не относится. Что я имею в виду? Когда, например, крупные фонды, банки прогнозируют прибыль компании, они же не через Stochastic или MACD пытаются спрогнозировать, сколько компания заработает денег, и чтобы через это уже там посчитать внутреннюю стоимость акций. Ну, конечно же, нет. Поэтому начинающий трейдер, который надеется найти инструмент, который ему скажет, что будет делать рынок через день, через два, находится в ловушке. Он даже не представляет, насколько это неподъемная задача для него. Чтобы спрогнозировать будущие тренды на рынке, нужно обладать огромной информацией, это раз, огромным опытом и пониманием того, как эти все факторы будут влиять на стоимость инструмента. Опять же, неважно, о каком рынке мы говорим. И начинающий просто не может соответствовать этим критериям. Скальпинг – это очень популярная стратегия в трейдинге. Большинство начинающих трейдеров используют скальпинг, не подозревая, какие нюансы есть в этом виде трейдинга. И в этом видео я попытаюсь ответить и рассказать про эти нюансы. Ну, для начала хочется сказать, что скальпинг – это естественное желание трейдера здесь и сейчас быстро зайти в рынок, заработать, закрыть сделку и идти отдыхать. То есть естественная тенденция. Но вот в чем проблема. В трейдинге есть такое негласное правило. Чем быстрее ты хочешь заработать деньги, тем это будет сложнее. То есть заработок на коротких дистанциях времени – это очень сложная и кропотливая работа, для которой ритейл-трейдеры, как правило, не подготовлены. Сейчас я вам здесь на экране нарисовал небольшую математику, которую мы обсудим. То есть обсудим чистую прибыль скальпера. Вы посмотрите на процент комиссионных в этой прибыли и зададите себе вопрос, готовы ли вы продолжать заниматься такой торговлей. Перед тем, как мы начнем, я хочу сразу сказать, что также большинство начинающих скальперов, они вообще не ставят стопы. То есть это не системный скальпинг. Это из серии «открыл сделку и подождать, пока цена выйдет в плюс». Вот это вообще не скальпинг, это даже не трейдинг. Это ожидание момента, когда вы потеряете счет. Просто так нельзя делать. Я об этом много раз говорил, что без контроля рисков на рынке вообще делать нечего, если вы не хотите подарить свои деньги. Я здесь нарисовал два примера. Первый пример – это пример скальпера. Второй пример – это пример дейтрейдера, допустим. Посчитаем, у кого что остается в чистом остатке. Допустим, мы купили какой-то актив по единичке, цена пришла к 10, мы его зафиксировали и получили чистыми 9 пунктов. То есть купили по 1, дошли до 10, разницу вычли, 9 пунктов положили в карман, но не тут-то было, у нас есть брокер, брокер скажет: привет, дай ко мне мое, и вы обязаны ему будете, конечно, комиссию выплатить. То есть торгуете вы в плюс, торгуете вы в минус, комиссия есть всегда. Это и есть вообще отрицательное мат-ожидание на рынке. Если бы не было комиссии, то вероятности бы распределялись 50 на 50. Но так как эта комиссия есть, это первая причина, почему на дистанции у вас отрицательное мат-ожидание, если вы торгуете в хаосе. То есть по правилу Гаусса, я о нем уже говорил, это распределение вероятностей, счет ваш обнулится с вероятностью 99,97%. Просто потому, что отрицательное мат-ожидание. И чем больше вы в него работаете, тем вернее ваш счет обнуляется. Тут все просто. Комиссия 2 пункта, вы заработали 9. В итоге у вас чистыми 7. Вроде неплохо, заработали денег. Но если посчитать, сколько вы в комиссии заплатили в виде процентов, то это получается под 18. То есть почти где-то 1/5 вы отдали брокеру от своей прибыли. Это в дейтрейдинге 1/5, 20%. Если ваша система,
очень важно, если вот это все системный доход, абсолютно, от точки входа до постановки стоп-лосса и до точки выхода, и у вас ожидание, понятно, положительное, и система вот дает именно такие результаты, то без проблем ее можно использовать до бесконечности, вы будете богатеть, будете фантастически счастливым человеком. Теперь посмотрим на скальпера. Тоже условный гипотетический пример. Купили что-то по единичке, цена выросла до 5, разницу зафиксировали, 4 осталось в чистом остатке, и опять же отдали эти два пункта брокеру, просто потому что вот он есть. И тут получается уже 50% от вашей чистой прибыли уходит брокеру. Я надеюсь, что у вас уже на данный момент реально должен вопрос возникнуть, а с чего это брокеру так хорошо должно житься? То есть он ничего не делает, а мы 50% от прибыли ему отдаем. Вот в этом и есть вся проблема скальпинга. Опять же, если условия, если это все очень системно и прям четко выверено, и вы торгуете там, где нету проскальзываний, у вас максимально быстродействие, вы находитесь там максимально близко к серверу биржи, и вообще у вас это все на профессиональном уровне сделано, ни в коем случае я не про ритейл-трейдера говорю, то, конечно, можно и с этим жить и радоваться жизни. Ну, почему бы нет? Но мы сейчас говорим про ритейл-трейдера, который, как правило, даже стопы не ставит. То есть для него это все просто ловушка. Скальпер – это отличный клиент для биржи, потому что он ее кормит. То есть вы торгуете, вы свои деньги прокручиваете через рынок. Если еще и отрицательное ожидание у вас в системе, то они просто уходят в рынок, плюс биржа, плюс кормите биржу, брокера и, в общем, всех, кроме себя. В этом ролике я хотел бы поразмышлять про путь становления трейдера, как ваш путь будет развиваться. То есть сегодня у нас немножко такой философский ролик. Я хочу просто поразмышлять на камеру, вспомнить свой опыт и сделать какие-то ключевые выводы. Я надеюсь, для начинающего трейдера, который посмотрит этот ролик, возникнут вопросы к самому себе, и, возможно, эти вопросы ему помогут в правильном развитии, в правильном становлении трейдера. Для начала я хочу сказать, что в 2013, сейчас 2024, я пришел в 2013 году в трейдинг, то есть 11 лет назад я пришел в трейдинг. Конечно, за 11 лет много чего изменилось, но если обобщить, то хочу сказать, что графики такие же самые. Японские свечи, бары, объемы, уровни. Ничего не изменилось. За 11 лет для трейдера, который, ритейл-трейдер, ничего не изменилось. Профессиональные деньги, которые как были тогда, так и есть сейчас, наверное, построили больше дата-центров, у них более там высокоточные, высокочастотные роботы, ошибки, более четко арбитраж, это не биржи. Ну, то есть в каком-то смысле сама сфера эволюционирует. Сейчас с любого телефона можно зайти на любой рынок, купить за мгновение ока, то есть за долю секунды, продать, то есть вообще никаких проблем. Инфраструктура эволюционировала, но для обычного трейдера ничего не изменилось. У меня, кстати, сейчас на графике я со своей методички подсветил тему «Основные ошибки потери на рынке». То есть основные причины потери новичками денег на рынке. Что тогда рынок двигался вверх-вниз, что и сейчас рынок двигается вверх-вниз. Ничего не поменялось, новички все как приходят, так и теряют депозиты, становятся опытными, проходят обучение и потом только начинают зарабатывать. То есть вся система за 11 лет моими глазами никак не поменялась. И я вот, размышляя по поводу этой темы, я вдруг для себя, так невзначай, открыл еще одну причину, почему платное обучение лучше бесплатного. Я записывал ролик по этой теме, где я попытался доводы привести, но вот мне кажется, наверное, сейчас, что основная польза платного обучения в том, что коуч или
репетитор, к которому вы приходите, он является для вас неким психотерапевтом. То есть, как обычно бывает в трейдинге, новичок сначала ничего не боится, завышает риски, усредняет, без торговой системы торгует, тильтует. Ну, то есть вот все, что здесь есть, торговля против. Вот это все есть у новичка. При этом он не боится того, что он делает. Почему? Потому что нет опыта, нет еще краха. То есть, когда будет кризис, то есть депозит сгорит из-за вот этих вот причин, новичок начнет уже быть осторожным. И чем больше он будет вовлекаться в эту осторожность, тем больше страха в нем будет. И в итоге все приходит к тому, что начинающий вообще всего боится. То есть боится даже сделку открыть. Боится поставить стоп, потому что уже не верит, что он его может поставить. В общем, от полной безопасности внутри себя новичок переходит в полный страх. Вот такая вот эволюция. И из этого страха очень трудно многим выбраться. То есть в итоге они просто уходят с этой профессии. И здесь, конечно, наставник, тот, кто обучает, он является в каком-то смысле очень действенным способом. Он лечит от страха тем, что он говорит, по сути, и у меня такое было, и правильно, что у тебя так случилось, потому что ты это нарушил, и так и будет. То есть своей психологией он фактически размывает страх начинающего трейдера, прививает ему правильные действия, и через некоторое время, можно сказать, начинающий трейдер лечится от своего страха и уже начинает торговать. Так вот, терапевтия, вот психотерапевт, человек, который может, несмотря ни на что, то есть ваш опыт вывернуть наизнанку. И в этом, наверное, основная польза, конечно, обучения с наставником. Если мы говорим, что трейдер развивается самостоятельно, что в большинстве случаев происходит, то ролики, конечно, очень полезны. Вот у меня на канале я записываю конкретные точки входа, почему мы работаем от уровней, как мы там ложные наколы ищем, про крупные деньги, ну и все. Так вот, когда трейдер это все изучает, он становится более грамотным, безусловно, но все равно есть еще элемент психологии, который может потом сыграть злую шутку. То есть, когда я, например, учу, я сразу говорю, не делай того, не делай этого, не делай того, не делай этого, иначе будет вот так. То есть в каком-то смысле идет сразу прижигание возможного сценария развития. То есть его на корню мы обрезаем, чтобы ничего из этого в итоге, вот эти вот ошибки, потом не спалили депозит. Во время самообучения трейдер, который вот это все не учитывает, но при этом смотрит ролики, развивается, он может быть успешнее гораздо многих тех, которые просто наобум торгуют. Но рано или поздно с ним может, например, случиться тильт. Вот просто взял и случился, потому что нету в голове, вот нет на подсознании страха этого не делать, потому что еще нет опыта. Поэтому, к сожалению, опыт в трейдинге учит чаще намного доходчивее, чем просто сама по себе теория. Это, это уже, конечно, доказано многими и на моем веку, и в моем опыте, и вообще. То есть, к сожалению, без опыта трудно. Опыт, особенно кризис, он заставляет мозг, ну, испытывать стресс, а стресс это мощный толчок к изменениям. То есть, если вы каждую эту ошибку совершите, и для вас это будет большим стрессом, то я думаю, что больше вы их никогда не сделаете. То есть у вас есть фактически 7 попыток потерять депозит, если вы просто будете торговать, не зная, что вы делаете, и не понимая, что вас ждет. То есть 7 причин, чтобы вы потеряли депозит, и так может быть даже 7 раз, пока каждую эту вы ошибку на себе не проверите. Соответственно, вам нужно подумать, а хотите ли вы платить деньгами рынку за
за учебу, либо лучше кому-то пойти поучиться. Это хорошая мысль для размышления. И в целом, я думаю, что именно психология является основной проблемой для того, чтобы новичок не стал трейдером. Нету поддержки. Рынок не дает психологической поддержки никакой. Он только умеет, наоборот, гнобить каждый раз, когда вы будете ошибаться. Он только будет постоянно в это тыкать пальцем и говорить: ты не умеешь, ты не прав, ты не умеешь, ты не прав. Можно в такой модели просто сломаться и сказать: зачем оно мне нужно, зачем я буду себя тут чувствовать, вот эту тяжесть, зачем ее переносить. И естественное желание — это просто избавление от причины стресса. Поэтому подумайте над всем, что я сказал. Возможно, кому-то, может, кто-то себя узнает в моих словах. То есть это хороший момент остановиться. То есть если вы в одной из этих проблем находитесь, это хорошая возможность остановиться, задуматься, так вот основательно поговорить с самим собой и принять уже совсем другое правильное решение.